Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, что делать, если ваш мотокультиватор, у меня Aleomac MH197RK, начал стрелять, и свеча черная, при этом тяга плохая, из трубы выхлопной идет черный дым, необходимо что-то делать. Если из выхлопной трубы идет черный дым, и даже случаются хлопки при работе мотокультиватора, в первую очередь необходимо снять свечу зажигания и проверить ее состояние. Сначала откручиваем корпус воздушного фильтра. Для того, чтобы был доступ к свече зажигания. Снимаем высоковольтный провод и откручиваем свечу. Свеча зажигания имеет такой черный рыхлый налет, что говорит о обогащенной топливо-воздушной смеси. При таком состоянии свечи в первую очередь необходимо проверить воздушный фильтр, потому что нехватка воздуха провоцирует обогащение топливо-воздушной смеси. На моем мотокультиваторе Aleomac воздушный фильтр состоит из такого поролона, который пропитан машинным маслом и является проводником воздуха. Я его уже промыл бензином, смазал новым маслом, но ситуация не поменялась. На следующем этапе необходимо снять карбюратор и проверить его чистоту. Он крепится к корпусу двумя шпильками с двумя гайками. Итак, начнем их откручивать. Корпус воздушного фильтра. Здесь все грязное, это мы помоем. Снимаем прокладку. Она выполнена из металла. Отсоединяем тягу управления воздушной заслонкой. Просто поднимаем вверх, и она выходит. А также убираем пружинку фиксации, слегка поддев ее вверх. Теперь необходимо отсоединить бензиновый шланг и снимаем карбюратор в сборе. Он имеет такой внешний вид, грязный и запыленный. В первую очередь необходимо проверить работу иглы поплавка. Для этого откручиваем нижний болт и снимаем поплавковую камеру. Здесь немного бензина осталось. Вот поплавок и сама игла под ним. Проверяем чистоту отстойника. Здесь есть немножечко ржавчины, поэтому необходимо все протереть насухо внутри, чтобы не было ни капли мусора. Протирать нужно не ворсистой тканью, чтобы не осталось шерсти, которая упадет потом в жиклеры. Теперь снимаем шток, который крепит поплавок. Он легко выдвигается в сторону. И теперь можно все снять в сборе. Вот такой внешний вид имеет игольчатый клапан поплавка. Внешний вид чистый. Я его тщательно помыл с помощью горячей воды, потому что здесь есть пластмассовые части. Если мыть бензином, их может разъесть. И у меня оказалось, что в этом воздушном канальце здесь находилась грязевая пробка, которая не давала поступать воздуху в топливо-воздушной смеси. Теперь необходимо с помощью компрессора или насоса продуть главный жиклер. Это жиклер подачи бензина, а также воздушные жиклеры, которые находятся возле заслонки. И после этого собираем карбюратор в обратной последовательности. Ставим на место поплавок с иглой аккуратно. Прикручиваем поплавковую камеру. Вот карбюратор собран. Перед тем, как установить карбюратор на свое место, необходимо на корпусе также проверить чистоту воздушного канальца. Именно из-за него у меня были проблемы со смесью. Вот этот канальчик, и видно, что он весь забит пылью. Я его также продую компрессором.
Здесь на корпусе воздушного фильтра тоже есть такой канальчик, по которому поступает воздух в карбюратор. Поэтому проверьте его чистоту. Устанавливаем на место карбюратор, не забыв поставить сюда прокладку. Подсоединяем тягу управления дросселя. Подключаем бензопровод. Воздуховоды должны быть свободные. И устанавливаем на место корпус воздушного фильтра. Обращаю ваше внимание, что рычаг управления бензиновым краном и подсосом должен быть расположен строго на себя, чтобы они поместились в свои пазы на корпусе воздушного фильтра. И накручиваем на шпильки гайки. Наливаем в корпус воздушного фильтра немного моторного масла и устанавливаем его на место. Чистим свечу от нагара железной щеткой. Продуваем воздухом и прикручиваем свечу на место. Ставим на место воздушный фильтр. И после чистки пробуем завести мотокультиватор. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотрели видео о том, как прочистить карбюратор мотокультиватора Aleomac MH197RK, если из выхлопной трубы появился черный дым и на свече черный нагар. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.